Салют! В сегодняшнем видео мы кратко поговорим о Картусе. Герой неоднозначный, да. Бывают у него периоды, когда он всех крошит направо-налево. Бывает, как сейчас, немножко уходит в тень. Но он довольно-таки востребован в мобилизациях за счет своего таланта универсального, да, который дает ему, вернее, который дает всем, кто находится в мобилизации, да, или в защите, возможность снизить получаемый урон от навыков героя на 43%. Очень хорошо, да. Я знаю, что из-за этого навыка многие берут талант сопротивления и не используют на Картусе. Ну, тоже такой возможный вариант, да. То есть, как бы 43% мы снимаем урона. И, соответственно, можно пожертвовать в пользу какого-то другого таланта, да. Как бы тут каждый играет на свое усмотрение. У меня вот такая сборка. Присутствует мораль, без мораль и эрозия. Да, эрозия, на мой взгляд, ему нужна за счет того, что у него ульта наносит очень много урона. У него одна из самых, у него, пожалуй, самая сильная ульта в игре, особенно если это ваш соперник использует фракцию не нежити, да, то есть он наносит там дополнительно 28% урона. И получается там вообще очень большой урон. Но опять же, сейчас многие играют как раз таки с костяными драконами, а так как ульта у него не массовая, наносит всего 3 удара, да, и при этом может нанести как 3 удара в один стек, соответственно, и убив его, а также может ударить 3 разных стека и никого не убив, но наносит много урона. Вот, и из-за того, что она не массовая ульта, сейчас Картус, конечно, немножечко сдал. Но опять же, у нас сейчас появился новый зверь, да, который там добавляет магический урон. Возможно, опять начнут играть магами. Как только они начинают играть магами, Картус опять, за счет того, что он наносит дополнительный урон своими навыками, вот, тоже опять воскреснет. Поэтому списывать его со счетов не стоит. И иметь его в обойме всегда неплохо, да, то есть не стоит его там выбрасывать, если он у вас сейчас перестал играть. Можно играть его, натыкать ему вообще кучу дизморали, да, то есть поставить еще молчанку там, или убрать харизму, убрать сопротивление, молчание поставить. У него первый навык, да, дает в начале хода дебаф, тоже дает молчание. Но как показывает практика, когда вас прям вы очень много накидали, очень многие опять же ожидают эффект того, что соперник будет просто повально пропускать ход. Нет, когда у соперника отрицательная мораль, это уже как бы плюс, и уже у вас все работает. Соперник не будет ходить по 2 раза. Это самая главная задача, загнать соперника в минус. То, что он пропустит ход, это уже как приятный бонус. На это не стоит рассчитывать. Строить свою победу, да, на том, что соперник будет пропускать ход. Нужно строить насчет того, чтобы соперник не ходил 2 раза. Это очень гораздо эффективнее, существеннее. Вот, такой момент. Также можно поставить там снижение жизни, да, то есть там увеличение силы. Многие ставят. Опять же, сейчас из-за того, что очень много сокровищ, такие эти таланты, конечно, немножечко утратили свою актуальность. Но опять же, тут уже каждый хозяин-барин. Не у всех много прокачанных сокровищ, не все супер топы, да. Соответственно, возможно, на вашем уровне прибавка там 30% силы может стать решающей. Можно играть через бронебой. Если вы играете там на ранних стадиях, у вас там войска С ранга, Д ранга в основном еще используются. Или вы играете через 2 копейщиков, то с бронебоем такая сборка с 2 копейщиками будет очень актуальна. По поводу зверя, у меня стоит крылья смерти. Можно также играть через лиса. Лис вообще всем заходит на самом-то деле. Но опять, если он полностью прокачан, первый навык у него, вот, который дает там 150 урона. Машину, все зависит от того, какая у вас прокачана. То есть, ему многие подходят, да, то есть машин. Но оптимально тоже подойдет к нему Скорпион, да, так мы играем. Паук, как его называть. Смысл в том, что он играет темными, соответственно, эта машина будет ходить чуть ли не каждый ход наносить урон дополнительно, да, очень много урона будет сносить у Картуса. Можно играть с бездонной пастью, можно с големом играть, да, то есть как бы нет такого, что вот он только с этим. То есть все, машины сейчас, особенно те, которые там массовый урон наносят, или же как вот паук
постоянно может ходить за счет того, что вы нежитью играете, и наносить колоссальный урон. Более детально мы поговорим о картусе на стриме, разберем всякие возможные варианты, да. Но вот зверь, я же говорю, что, ну, крылья смерти, лис, можно ставить, я видел, довольно-таки успешно играет и с золотым драконом, да, повышает выживаемость. Тогда в таланты там снижение урона поставить, да, для того, чтобы больше выживать. Особенно если ваш соперник действительно играет на магах, и вы его ультой будете убивать. То есть вам выживать и убивать. Вот, также из зверей можно поставить снежного зверя или снежного ребенка, да, то есть оба зайдут ему. Но все зависит от того, насколько они у вас прокачаны. Вот. Сейчас и звери, и машины, да, наносят максимальный урон в бою обычно, да, и плюс герой своей ультой. Поэтому картус, я думаю, актуален, как был до этого, и в будущем еще себя проявит. Мне вот тоже очень нравится этот герой, интересный. Не списываем его со счетов. Всем спасибо.